Всем привет, друзья! Это канал True Kitchen. Сегодня я покажу вам, как готовить пампушки. Для начала берем молоко 170 мл и ставим его на плиту, нагреваем, так, чтобы оно было теплое. В это время берем, просеиваем муку 280 грамм. В теплое молоко добавляем 4 грамма сухих дрожжей и 1 чайную ложку сахара. Перемешиваем. Накрываем чистым сухим полотенцем. На 10-15 минут даем дрожжам подойти. 15 минут прошли. Дрожжи у нас хорошо подошли. Добавляем соль пол чайной ложки и подсолнечное масло 2 столовые ложки. Перемешиваем. Как обычно, тесто я вначале замешиваю силиконовой лопаткой, вы можете это делать ложкой или вилкой. Начинаем постепенно добавлять муку. И продолжаем помешивать. Тесто начинает постепенно становиться гуще. Теперь убираем силиконовую лопатку и продолжаем вымешивать руками. Когда тесто уже без проблем вымешивается руками, прикладываем его на стол. Вот тесто у меня уже перестало липнуть к рукам и к столу. Оно получилось гладкое. И, как видите, не липнет. Теперь берем чистую миску, помещаем тесто в нее. Сверху тесто немножко смазываем подсолнечным маслом. Накрываем чистым сухим полотенцем и ставим на расстойку на час-полтора. А я напоминаю, что расстойку я делаю в духовке, но выключенной, работает только лампочка. Благодаря ей в духовке становится чуть-чуть теплее, чем в кухне. 1,5 часа прошли. Как видите, тесто поднялось в 2 раза. Теперь нам нужно его достать. И разделить его на равные части. Тесто весит 465 грамм, так что я буду делить по 50 грамм. И это у нас получится 9 кусочков. Дальше подбираем емкость, в которой мы будем запекать нашу пампушку. Я выбрал вот такую вот круглую. За счет этого вся пампушка получится круглой. Вы можете взять любую другую квадратную форму, неважно. У меня емкость с антипригарным покрытием, поэтому маслом смазывать я не буду, пергамент стелить я не буду. Если вы используете стальную какую-то форму, тогда нужно либо застилать, либо смазывать маслом. Теперь наши кусочки теста нужно обмять. Осторожно защипываем с краев и толкаем тесто в середину. Нам нужно, чтобы получился аккуратный круглый шар. Это в дальнейшем влияет на внешний вид продукта. Первый шарик я кладу посередине, вот так вот. С остальными делаем все так же само. Но начинаем выкладывать пампушки, грубо говоря, цветочком, то есть здесь по кругу. Если они будут между собой соприкасаться, в этом ничего страшного не будет. Тесто очень мягкое, приятное на ощупь, из него очень легко формировать что-либо. Если у вас тесто в руках будет очень жестким, значит, скорее всего, вы его сделали неправильно. И в итоге у нас вот так вот получилось. Сейчас тесто расстоится, увеличится примерно еще в 2 раза, и они будут между собой соприкасаться. Снова накрываем чистым сухим полотенцем и ставим на расстойку на час-полтора. Теперь займемся чесночной пастой. Чистим 3 зубчика чеснока. От петрушки отбираем листья.
Стебли нам не нужны. Чеснок давим в чеснокодавилке. Еще дополнительно пройдемся ножом. Петрушку мелко нарезаем. Сюда добавляем чуть-чуть соли. Молотый перец. Тоже чуть-чуть. Можно добавить какие-то специи. Я добавляю кориандр. Мне кажется, он отлично подходит. Чуть-чуть подсолнечного масла, либо оливкового. И перемешиваем. Можно дополнительно эту пасту перебивать еще в блендере, но в нарезанном виде мне нравится больше. 1,5 часа у нас прошли. Теперь ставим духовку разогреваться на 220 градусов. Посмотрите, как хорошо подошло тесто. Теперь нам нужен один желток. Желток добавляем буквально каплю молока. Перемешиваем. Теперь смазываем наши пампушки. Пампушки мы наши смазали. Ждем, пока духовка разогреется до 220 градусов. Пока накроем, чтобы не обветривались. Духовка разогрелась. Ставим наши пампушки посередине. И запекаем 15 минут. 15 минут прошли. Вот такая красотища у нас получилась. Теперь пампушки нам нужно смазать чесночной пастой, которую мы делали. Но нужно это сделать чуть-чуть позже. Сейчас поверхность пампушек очень горячая, поэтому нужно подождать 10 минут и затем смазать. Теперь смазываем пампушку чесночной пастой. Сначала я выкладываю ложкой. И теперь буду размазывать кисточкой. Теперь накрываем нашу пампушку и даем ей полностью остыть. Теперь вынимаем пампушку из формы. Я не могу дождаться, пока она полностью остынет, мне уже хочется попробовать, потому что запах в квартире стоит просто сумасшедший. Посмотрите просто на это. Просто посмотрите, насколько она мягкая. Сейчас попробуем. Это, блин, один из вкусов детства. Кайф. Друзья, ну а на этом все. Кому понравился этот рецепт, ставим лайк, подписываемся. Обязательно пишем внизу комментарии. Счастья и здоровья. Всем пока.